Мы с вами уже говорили о формальной логике, рассуждениях и попытках ухватить истину, словно это кошка в темной комнате. Сегодня же о более глубокой теме, как философия познания, или иначе, эпистемология, повлияла на современную науку и, в частности, на то, как мы понимаем пространство, время и то, что вообще можно называть объективной реальностью. Познание как компромисс с невозможностью абсолютной истины. Все началось не вчера. Еще в середине XIX века русские мыслители, вроде Чаадаева или Бакунина, ломали копья на тему, можно ли познать истину, если все постоянно меняется. К началу XX века философы вроде Бердяева уже честно признавали, абсолютное знание нам не светит, зато можно строить модели, ограниченные, но рабочие. Вот и в современной науке так, мы знаем, что не можем описать все и сразу. Поэтому мы строим ограниченные модели, которые работают в пределах доступного опыта. Это и есть компромисс, вместо вечной истины – временная практичность. Кант еще в XVIII веке догадался, что наша способность мыслить не позволяет нам ухватить вещь в себе. Он ввел термин «вещь сама по себе» «дien can sich», чтобы отделить наблюдаемое от сущностного. Это была революция, и философская, и методологическая. 2. Геометрия без координат и без абсолютов. В XIX веке на фоне классических евклидовых треугольников в Петербурге и Казани внезапно заговорили о многообразиях и гиперповерхностях. Русский математик Лобачевский первым стал рассматривать геометрию, в которой через точку можно провести бесконечно много параллельных линий. Это казалось ересью, но работало. Так родилась идея, чтобы понять форму чего-либо, нам сначала нужно выбрать, как мы ее описываем. Вроде бы очевидно. Но из этого следует, если мы не выбрали систему координат, мы не можем даже сказать, какая у объекта кривизна. Именно отсюда растет современное понимание ковариантности, то есть того, что при смене описания, координат, суть не должна меняться. 3. От Галилея до Эйнштейна. Относительность как способ мышления. Галилей первым сказал, что неважно, движется ли корабль, физика в каюте будет одинаковой. Ньютон, будучи человеком практичным, придумал абсолютное пространство, чтобы было куда графики рисовать. Это было удобно, но, как позже понял Эйнштейн, не обязательно. Эйнштейн показал, понятие «одновременность» — такая же условность, как и абсолютное положение. События не просто происходят в пространстве и времени, они зависят от наблюдателя. Так появилась теория относительности. А потом пришла общая относительность, где даже гравитация перестала быть силой и стала кривизной пространства. Все это выросло из эпистемологического осознания, реальность — не то, что есть, а то, что мы можем наблюдать при заданных условиях. 4. Зачем это биологам, врачам и обычным людям? В биологии и медицине стало понятно, нельзя просто сказать, препарат работает. Надо указывать, где, на ком, при каких условиях и в какие сроки. Если эксперимент длился 3 месяца, не надо делать выводы на годы вперед. Если исследование проходило в условиях Якутии зимой, его результаты в Краснодаре летом могут быть неактуальны. Игнорирование условий наблюдения — это эпистемологическая ошибка. И, что хуже, этическая. Когда ученый заявляет об истине без оговорок, он придает саму суть научного подхода. Так что же делать, и при чем тут феноменология? Феноменология говорит, мы не знаем, каков мир сам по себе. Но мы знаем, как он проявляется нам. Значит, задача науки — описывать именно проявления и явления. Отсюда и следует, всякая теория должна быть укоренена в опыте. Без опыта — это не знание, а догадка. Вот почему в науке нет места абсолютным утверждениям. Только контекстуальные, проверяемые, уточняемые описания. И чем лучше мы понимаем ограниченность наших средств познания, тем надежнее на них можно опираться. Заключение. Все это может звучать сложно, но суть проста. Наука — это не правда о мире, это лучший из возможных способов с ним поговорить.
И если этот текст добавил немного ясности в ваш философский мир, не пожалейте лайка, подписки и репоста. Пусть наш разум будет не только критическим, но и открытым. Спасибо, что читаете.